Привет, дорогие друзья! Меня зовут Кузьмич. Расскажу я вам историю, которая случилась со мной, как я оказался в Дагестане на кирпичном заводе. Ну, по порядку начну с того. Меня попросил молодой парень, проводи меня до Курского вокзала, в электростале он работал со мной. Ну подожди, это ты живешь в хостеле, да? И это твой знакомый. То есть он просто не имеет к этому отношения, он просто попросил тебя проводить до Курского вокзала. Понятно, пивка попить, грубо говоря. Нет, посадить его на электричку. Ну я понял, неважно, то есть просто проводить тебя. Проводить. Ага. Взял я ему билет по своей социальной карте. Ничего себе, так можно? Можно. Посадочный талон. Ага. То есть дешевле, чтобы было. То есть вы приехали, то есть вы с ним приехали на Курский вокзал, зашли в кассу, взяли билет. Да. И там час 20 ждать, вышли на улицу. Покурить. Взяли баночку пивка, на двоих попили. Вдруг подъезжает такси. Желтый, да, таксист? Яндекс. Понятно, так. Королев. Подходит ко мне. Вы что? Я говорю, да вот, пацана провожаю. Нагло общался-то? Нагло общался? Наоборот, ты что, добрая душа. Здрасте, я понял. Добрая душа. Он мне, на него он внимания не обращал. На того молодого парня, который провожал. Да. Он меня. А хочешь подработать в Дагестане? Я говорю, как? Дагестан. В Дербенте. Там ферма, она небольшая, я ее знал до этого еще. Он показал все, фотографии, я узнал эту ферму. Там, дешево. Индюков там штук 20. Индюшачья ферма, да? Да. Это на шашлык они там выращивают. Показал ферму, водопад показал. Фотографии? По телефону. Понятно. Водопад, где я купался. А ты был уже там, что ли? Да, конечно, я был в 2000-х годах, я там. Ничего себе. Поэтому я и вот он, господи. А ты что там делал-то? Да ездил с Капланом отдыхать ездил. Просто. Он-то работать, а я отдыхать. Понятно. Я на своей машине. То есть так сложилось, что ты эту ферму знал. Ничего себе, да? Конечно. Через 24 года встретиться. Вот. Обалдеть. Да я туда что. Я еще ездил, я только 2 года там не был. И показал то, что я эту ферму знаю, этот водопад знаю. Я там, мы каждый день там шашлыки жарили на этом водопаде. Море рядом, Каспий. Все показал. И что-то. У меня немножко сомнений, когда он сказал 4000 в сутки. Что-то немножко... Многовато. Да. Он говорит, пойдемте в машину. Санька тоже туда, в машину молодого. Там он начал уже расписывать все. Водочки нам дал, закусить хорошо. У него не было, он купил, да? Да, он прям тоже купил, и мне эти спортивные штаны и вот эту майку. Купил? Да. Ничего себе. Вот сервис-то. Все. Я говорю, что-то сначала нет, а потом думаю, да господи, места-то знакомые. У меня в Дербенте друзей полно. Я говорю, поехали. Поехали. И все, он нас в автобус посадил, водителям сказал, да, нам. То есть этот молодой тоже согласился, да, парень, который... билет, как же вы же купили билет уже? Да, билет это, посадочный талон. Что там? Что он уже бесплатный.
А, посадочный талон. Я же по своей социальной карте брал. Ну и поехали мы потихонечку туда. Все, автобус остановился, нас посадили. автобус прям с Курского вокзала, да? Нет, там. Ну, он позвонил и отвез нас. Вот. Как? Куда отвез ты? На какой вокзал-то? Да не на вокзал, а на стоянку. Ну там недалеко, что ли, от Курска? Да нет, подальше. Ой, да вот здесь, вот, сейчас скажу. Котельники? Да. А, ну там автовокзал, да. Ну, там, Ну, не важно. все, посадил нас. Эту бутылочку отдал нам. Вот. И То есть заплатил за вас деньги за билет? покушать. Да они все там завязаны, Ну понимаешь? понятно, бесплатно. Ну не важно, Да. короче, вы Вот, ничего не вот, тратили. вот. Да. Водитель сказал, чтобы никто, все ехали местные домой сюда. Поэтому мы вдвоем. Он, водитель, сказал, чтобы никто не видел. Мы так потихонечку. Выпивайте. Мгм. Через каждое, прямо в это, останавливаемся мы в Михайлов. Там кафе, там хорошее кафе. Давайте, говорит, кушать. Приходим, стол накрыт. Хороший стол. Ой, шикарный, все. И мясо, и курица, Ничего картошка себе. с подливкой, пирожное. Мороженое, сладкая Нет. газировка. Все это все было у нас на столе. Те за свой счет, а Ну, у нас понятно. все на столе. Говорю, ни хрена себе. В общем, через каждые 4 часа останавливаюсь. Я говорю, ну я и есть не буду. Но Сань-то он молодой, Ну, я ему все отдавал, только возьму на закуску. Вот водитель сказал, чтобы никто не видел, так потихонечку. ну, Ну, ехали туда каждые 4 часа. остановка, да? Остановка. Кто, ну, покурить. Мгм. Ну. А когда на заправку, то там чуть ли не час стоишь. Мгм. Тоже ходи, гуляй. Даже в туалет бесплатно. Ничего себе. Вот. Там платить надо, но бесплатно. Он прям водитель так в туалет. Мгм. Все. То есть они там все друг друга знают, уже прямо Всё. от Москвы до Дербента уже все схвачено, грубо говоря. Ну, те, кто ехали в Дербент, ну, Ну, местные, я понял. да, то есть- это местные. Но они сами за свой счет. Ну, это понятно, да. Неплохо тогда. Это вот все происходит в 2024 году. Да, да. Август месяц. Вот. Это было где-то неделю назад, да, получается? Ну да. Сегодня какое у нас число? 10 августа? Ну да, где-то числа 1, 2. Ну, мы можем посмотреть, когда мы тебе деньги переводили. Да, Ну, условно. Это уже оттуда, когда. Это да, оттуда он ехал, да, где-то В общем, недели-полторы назад. Через каждые 4 часа покушать. Я говорю, да уже не могу кушать. Но Сань молодой кушал. Ну ладно, да, неважно. Ну, В общем, приехали вы- вы до Дербента, да, или выпейте. докуда? Все. Ну, приехали. Ну, этот водитель, который нас сопровождал, молодой такой, за вами приехали. То есть вы в Дербенте уже, да, приехали? Нет, не в Дербенте. Как он сказал, говорит, приедете в Дербент, за вами приедет машина. Ага. Вот, и отвезет на ферму. Мгм. Ну, вот. А тут заходит, говорит, за вами приехали. А какая местность это была? Махачкала. Махачкала, да? Да. Ага. Но за вами приехала машина. Хорошая, крутая машина. Все. Ну, посадили в машину. Поехали. А я еще, когда ехали, что-то мы не в ту сторону поехали-то. То есть вы до Дербента не доехали, Да, в Махачкале. Да, в Махачкале. А вы начали спрашивать, а почему в Махачкале вроде до Дербента договаривались? Но машина приехала за нами, он сказал, за вами приехала машина. Ну понятно, ладно. Вот, посадили нас двоих и поехали. А что за машина-то была? Понял, господи. Крутая машина, хорошая. Ну неважно. Джип. Ну общались как вот вы? Ну с как вами? он,
Нормально, то есть не рукоприкладств, Да ничего? какой рукоприклад? Он повез нас. Я еще говорю, чуть не в ту сторону едем. Ага. Потому что не в город, а в город с левой стороны оказывается. Ага. Ну, едем раз. Далековато. Ни домов, ничего нет. То есть просто дорога и все, да? Дорога разбита как это. Угу. Подъезжаем, один шлагбаум, второй шлагбаум, Угу. ворота открываются, кирпичи. И то есть прям увидели кирпичи, да? Да прям вот. И ворота то есть ты открываются. уже понял, да, куда ты там? Кирпичный завод. Ага. А там кирпича, господи, море. Народу полно. Ну, да, тут уже самое, приехали, ужин у них. Сколько ехали-то, кстати? Да сколько? Двое суток. Обалдеть. И кирпичный завод. И она начинает звонить. О, говорит, это ошибка вышла. Ага. Завтра Разберемся. приедет машина, вас заберет. Угу. Ну, да, там много положено, выпили ко мне там саратовские, но он грузин, погрузчик. Говорит, пойдем ко мне. У меня место там. То есть там народ как бы уже есть. И тут народу полно. Полно народу? Конечно. Ну, а кто там о национальности? Ой, Русские? господи, и И грузины. Национальностей полно. И Понятно. белорусы, И белорусы даже да. есть. Там национальности. Но они работают как пешаки. Да? Ну, конечно, там поддоны. Кирпич складывать, поддоны. Ага. Машина приезжает там, поскольку сейчас даже я замучился считать. Ну а как вот отношение-то к вам нормально? Высадили вас из машины в этом кирпичном заводе, там что? Ну, нормально сели на лавочку. Я говорю, а за каким хуем сюда приехали? А молодой ты что-нибудь возмущался? Ну, он тоже. Ну ладно. Ну, да, Тем более двое суток с дороги, понятно, Да. там устаешь. вот. Завтра отдыхайте завтра. Вот. Ему. Мне-то, честно. Да, вот я удивился, то есть тебе уже 72 года, и вот. выглядишь ты как бы не молодо, то есть Ну, вот куда тебя везти, какой вот, завод? Ну вот этот хозяин, вот, он ему тоже позвонил, ты что? Он говорит, ну ошибка вышла. Этому таксисту, да, позвонил? Ну да, кто нас На отправил. Окскурского вокзала, обалдеть. Он говорит, ну ошибка, говорит, вышла. Ничего себе ошибка там, ну по виду видно, что ты физически там Да, но и он сам говорит, что, хозяин, да, говорит? да, Чего мне говорит, ну привезли? что, куда он будет работать, ломаться ему здесь? Ну Ну, да. на молодой-то ладно, а тому в спину, ну, короче, попали. Но я же его не брошу, Ну понятно. вместе поехал. Я, как положено, 250 мне налили, ему тоже налили. Ага. И я к этому грузину саратовскому. Ага. Он повел меня, у него там кондиционер, телевизор. Слушай, ну а там чего, прям в рабство там Да держат? не в рабство, там... Нет, не в рабство тебя, а там вообще вот ты приехал? Ну, да, уехать, хуй уедет. Ну, то есть тебя не выпускают, да, как бы? А кто и не хочет. Ну, понятно. Вот это Татьяна, повариха, она с Ярославля. Она Так, говорит, я сезон отрабатываю так. и еду домой. В Ярославль, да? Да. Ага. Говорит, я по сезону приезжаю. А, ну то есть видишь, она не в рабстве, как бы, да, работает. Она вас кормит, да, получается? Да. Ага. Ну, мясо, там, ну, там, ну, только картошки нет, нихуя. Картошки. Одни макароны. Ага. Так, мясо, куры, арбузы, фрукты. Нет, ну, сейчас это не рабство, но там они живут уже, привыкли к этому. Выпить сигареты есть, покушать есть,
Ну, то есть получается, что ну, тебя привезли, грубо говоря, уехать ты оттуда не уедешь, потому что очень далеко там, да, местные жители все друг друга знают. Местных жителей там вокруг нет никого. А, то есть это прям вот От профзона, грубо говоря. От Махачкалы, Промзона. да, там нихуя ничего, только это, А название это как этого города или села, что Кого? там рядышком, где ты был-то? ну, Махачкала. Ну, вот от Махачкалы отъехали, ну, в какую Нет сторону? там ни одного поселка. То есть не покажешь на карте, где ты был, не сможешь, да, показать? Не, можно, примерно. Примерно, я понял. Ну, или тебя Билайн может, да, у тебя же этот сотовый телефон есть? Был. Был, да. И он может показать, в принципе, геолокацию, где ты был. Ну, если полиция запросит. Да и так вон по карте. я могу. Ну, понятно. Потому что я сразу определил. Когда повезли, я говорю, не в ту сторону. Ага. Потому что я ездил, там был тогда блокпост. Прямо с блокпоста едешь в горы, Дербент. А направо Махачкала идет. Ну, Весь понятно. город. Длинный, здоровый. Вот там, блядь, замотаешься. Старый город. А что там, собаки, оружие? Там есть вот охранники какие-то вас там охраняют? Да. Есть там кто-нибудь? Да никого охранников нет. Это вот этот, как его, Курбана. Ну, сын хозяин. Он там ходит, смотрит, кто работает у всех. Ну то есть там Куда? палок Нет, нету, нет, никто ничего. никого не бьет, Нет. А кого там бить? зинданы всякие, ямы вот Да эти. нету ничего, господи, как это ерунда. Просто они уже привыкли работать там. Работать многим некуда, даже не то, что многим, некуда ехать. Ну понятно. То есть Понимаете? он из своей деревни и обратно возвращаться не хочет. Он там живет, его кормят, Ну, кормят, покупают поят, сигареты, алкоголь. алкоголь и кормят И- хорошо. И плюс еще деньги какие, да, дают? Да, дают. Но там по кварталу. Каждый квартал? Да. Ну, а сколько получается? Так, Да откуда я знаю? Ну, то есть 3 месяца ты отработал, и тебе какую-то сумму дали, да, Да, получается? так, А суммы никакие ты не знаешь, да? не знаю. Ничего, Ну, понятно. не знаю. А куда же деньги тогда они тратят-то, которые им дают? Вот этим людям. На лекарства, что ли, себе? Да, Ну ладно, не да, важно. то есть, может, они не берут, а так откладывают. ну понятно. Потому что рядом магазина нет. Ну да, вот я удивляюсь, куда они деньги девают. Если их кормят, сигареты, алкоголь. А как там алкоголь дают? Ну, это Утром, завтрак, днем... обед. А, и утром, ужин. днем, вечером, да? Ну, завтрак, в обед И по ужин. сколько? Утром 150, Так, в обед 150, ага, а ну, на ужин 250. 250 грамм, Да. да? Ну, как раз, в общем, бутылка. Ну, бутылка, да, на целый день. А так, выпили. А кормят как еда? Ну, кормят хорошо. Хорошо кормят. Не дошираками никакими? Какие здесь шираки, мясо свежее привозят. Неплохо, неплохо. И корм прям свежак привозят. Неплохо, неплохо. Нет, кормят хорошо. Вот поэтому нет никакого рабства там. Все на добровольном начале. Но уехать это проблема. Но А телефоны-то у них там есть? Есть, Есть телефон. есть телефон. Что, прям у каждого? Да. У всех прям У телефон. всех по телефону. Ничего себе. Нет, ну, они Хитрые уже схемы, короче. Они привыкли там, все. Ну понятно. Им ехать некуда. Вот они там. Или есть куда но не хочется, но лень, Нет, или боятся. ну, в общем, понятно. многие обманом тогда еще попали, обманом. Вот, все, хорошо. А ехать некуда. Ну, И понятно. И они раньше там не остались. отпускали. Так. А сейчас. Ну, там отработать надо определенно. Ну это да, это Да. я знаю. Отработай полгода, Да. потом хочешь уехать, ты еще год отработай. Ну это такое рабство непонятное, там 50 на 50. Так это. Хитрое законодательство обходит, Да. как я понимаю. Ну, понятно.
То есть с вами там все нормально. Ну и что дальше? Ну, тетя, в общем, утром встали, Мгм. он, там его поселили, их там сколько человек. А, то есть пацана молодого от тебя отделили, да? Ну, меня этот забрал к себе. Погрузчик, кто на Да, погрузчик. на Грузин погрузчик, это, да. да? Он говорит, пойдем ко мне. А он старый, сколько ему лет-то? Да, ну, сколько. Сейчас скажу. Ну, около 50. А, около, ну понятно. Ну, у него работа хорошая на погрузчике. Он говорит, а ехать некуда, вот тут и сижу. Ну понятно. А молодого в другую. Ну, там прямо рядом. У меня вагончик, вот как дальше вон того дерева. Он отдельно вагончик стоит, и еще там метров самый, 20. это вот Танька повариха Мгм. живет. Она тоже с мужем приезжает. Ага. Но они приезжают вот на сезон. Потом уезжают. А сезон у них когда? Да, хрен его знает. Ну понятно. У них тоже вот там, правда, и туалет хороший. То есть они вдвоем живут, да? Да. А, ничего себе. И это, ну я все равно дедом зову, но он выглядит старый. Половину зубов нет. Мгм. Но у него кондиционер, холодильник. Это погрузчик, это грузин, да? А? Грузин это, да? Да. Ну он грузин, а сам с Саратова. Ну понятно. Он там тоже. То есть ты у него ночевать остался, Да, а ночевал. пацана молодого А забрали. это туда. Ну, у них там телевизора не было. Мгм. Да, вот. Ну и что, проснулись вы утром? Ну, проснулся. Вот, это на работу в 7 часов на работу идти. Мгм. Он говорит, а ты лежи. Я говорю, да, ладно, пойду. Этого жалко, Саня. Мгм. Ну, сиди. Начал звонить. Это ошибка вышла. А ты опять начал звонить Ну, этому да. таксисту, да? Ага. Это ошибка вышла. В общем, за вами приедут в 10 часов. Утра. Ага. Ну и сидим. Те, Работают, Да. а вы вдвоем сидите. а мы сидим. Вас всё. покормили? Да, без покормите проблем. все. Она, Танька прямо, а то не налил. Ага, понятно. Съешь хоть что-нибудь. Я говорю, да не лезет ничего. Ну да, нервы такие. Да. там. Она говорит, ну вот, давай супчик хоть горяченького, что-нибудь съешь. Ну, немножко, я говорю, там, 2 ложечки брось. Все, уже нервы начали сдавать. Ну понятно. Сидим. Этот молодой хозяин. 3 часа приедут. Пообедали. В 6. Нет, никого. Нет, то есть целый день вы просидели, Да. да? И на второй день так же. Ага. В 10, ну, покушали. Правда, насчет этого она говорит, идите. Ну, Сань-то он молодой, ему уже, он ел хорошо. А я уже все, аппетита нет, ни хрена. Ну, Анатолий Александрович, ну, вот, ну возьми вот кусочек мяса. Вот. Я говорю, да не лезет ничего. И, короче, второй день. Точно такая, 10. Потом в 3, потом в 3, 6. 4. Приедут за тобой, ну, сын, ну, он там команды, хозяин это. Ага. Приедут. Потом он уже Сашке начал звонить. Давай в Ставрополь. Там условия. Я говорю, знаешь что? Если в день по 4 раза наебывают, Ну да, это уже веры вам никакой. конечно. Я говорю, все, на Москву. Да, приедут. То есть у них в Ставрополе еще есть какие-то, да, свои? Да, ну, Ага. он, вот, в Ставрополь. Ну ладно, да. Они... Там тоже, блядь, красота будет, все. То есть они, походу, думали, куда вас определить, не Да. хотели отпускать. Вот Может. поэтому время и тянуло. Потому что он за нас получил деньги. Ну понятно, да, и денег не хотел отдать. А сколько ехать от Махачкалы-то до этого места по времени? Час, два? Примерно так. Ну 2 часа, да? По плохим дорогам.
Не, ну где-то час. Час, да? Да. Тут вот по этой дороге она плохая там. Ну, объезд, километров 30, наверное, 40. объезд. Да нет, нет. Побольше? Просто, да не, ну там километров, в общем, до Махачкалы километров 5. 5 километров? Но дорога-то. А, А идти пешком ноги все ну переломать. а чё, 1,5-2 часа. Ну ладно, не Хуй. суть. Мы хотели уйти, да, вернули нас. Вернули вас, да? Мы с Ангелом пошли. Ну пошли, только вышли за второй шлагбаум. И машина нашлась. Поехали обратно. Все, за вами машина приедет, будете здесь находиться. Понятно, то есть они не хотели. Ну ладно, не суть. И чего, вот вечер второго дня. Или вы на третий уже остались день? 2 дня мы там. 2 дня. И на третий тоже так, третий, и уже это самый хозяин. Ага. Я вас отвезу, но на вокзал не повезу. Вот почему оттуда это что-то на связь. А, у меня же телефон, все, зарядка закончился, я на дно оставил. И выключил, да? Да, и заблокировал. Поэтому найти не могли его. Так, ну и что, он говорит, я вас отвезу в Махачкалу, да? Да. Но, Да. но не на вокзал. На вокзал, в том-то и дело, на вокзал. Прям на вокзал. Да, а там, оказывается, нихуя не работает, все. Ага. Так, ну и что, отвез он вас на третий день, да, получается? Да. Днем, когда вы поехали? Утром, днем? Днем. Днем. Так, повез он Он вас. здесь, во сколько у нас? 4 часа. Угу. Все, говорит, садитесь. Этого говорит, не дождешься. Я вас отвезу. На это. До вокзала, да? Ну, не до вокзала, а рядом. Ну, неважно, Вокзал. короче, рядом Да, там. там Ну так, да. и чё? Пройдешь. Ну, чё. А, подожди, стоп, а тот пацан молодой, ты как отмазался от работы, типа, Да с как, он со мной и все. А, то есть... Конечно. Понятно. Ошибка вышла. Ну, понятно. Он говорит, я что, на кирпичный завод, я и индюков пасти должен. Ну, да. То есть я понял. Ну вот, ну это там темнил, звонит, перезванивает туда. Я говорю, раз наебали. Ну, короче, вам повезло то, что ты старый просто, походу, и вас решили отпустить. Да. Были бы молодые, здоровые, я думаю, вас бы как-то там... Да ну мне- ладно, не суть. В общем, А мне говорит, оставайся здесь, будешь учет машины. учет вести». машин. Да. Заехала, уехала. Ну, понятно. Вот. А, и плюс у тебя еще паспорта не было, да? А там нахуй, Без разницы, да? паспорт какой-то. Нет, ну там-то он не нужен, ну так могли бы забрать этот паспорт, и бы уже был привязан к этому. Хотя сейчас восстановить паспорт 3-4 дня. Ну ладно, Да, как? это, ну все. Меня даже вот, таможню проходить, милицию. А, ты по социальной карте, да, ездил? А они, да, сиди. Даже не смотрели? Не. А, Ну, ничего. показала уже, они же водить, они же собирают. Ну да. паспорта. Обалдеть, то есть проехать можно по социальной карте, и даже можно и без нее, если договориться с водителем. Понятно. Все от Москвы прям до Махачкалы, все Ой, по да. зеленой едешь, понятно. Так, ну и что? Ну Вот. что, привез он нас на вокзал, не на вокзал, а Ну, неважно, там в Махачкалу, в Махачкалу. Махачкале. Так. И оставил вас, да? Показал, небось. на показал, вот там автовокзал, трассе. Разберетесь там дальше. ждать еще. Ну и что, ладно, пойдем бутылку возьмем. А деньги-то откуда у вас были? У него были, А, у молодого, да? да. Ага. Ему уже этот Сашка тогда перечислил Ага. 10 тысяч. Вот мы пока так. Так. Ну, короче, взяли слив, Сливы? и закуску. это шаурму, что ли. Ну да. Мясо в лаваше. Да, я говорю, я не буду есть там. Да, с сливой. Ну и когда, ну да, вот тут-то хорьки, блядь, попались. Что за хорьки? Ну-ка рассказывай. Ну,
автобус. Так. 8 тысяч. Да вы что, охуели что ли, блядь? А потом я ему высказал. Я говорю, а он, блядь, 4 детей маленьких. Сзади даже одеяло не дали. Ничего себе. А это за питание, и хуй чё дали нахер. Куска хлеба не дали нахер. Ну и все, а ты нам как раз позвонил откуда? Да. Ну вот. Когда вы начали уже про деньги договариваться, да? Не, уже. Какие деньги? Ну. Мне уезжать автобус. Ну, в автобусе уже. Ты Ну. нам как раз позвонил, Да. да? Сказал, перечислить. Это уже на посадку в автобус. Ага. А этот хорек, правда, они его звали. А где это спекулянт? Он, я же ему потом сказал, за нас что ты ехал? Целый араб вез. Ну да. Это водитель, что ли? Да они там что-то много все оказались. Родственники, хуевственники. Водители, еще один. Там я не понял, сколько их водителей. Оттуда. Ну понятно. Туда двое. Угу. Это четко. Ну ладно. И вот как раз ты нам позвонил, сказал, перечислите 7 тысяч там Да. на карту. Мы... Нет, на телефон, с телефона на телефон. Да, и мы как раз... Надо было блядь, на карту мне, ну, видишь. А зачем там осталось номер карты со Сбербанка и фамилия, имя, отчество? Ну что там высвечивается, осталось. Осталось? Конечно. Это А мы потеряли Кузьмича. Нет его и нет, дня 3, наверное. Думаю, что случилось? И звонит нам Кузьмич и говорит, ребята, я тут на кирпичном заводе, вышлите мне 7 тысяч рублей на дорогу. Я сразу в интернет, да, действительно, автобус стоит там 7 тысяч, ну там с какими-то копейками. 3,5 стоит. Не знаю, в Яндексе выписывал 7 тысяч рублей. Именно оттуда, именно Махачкала, Москва. Но неважно. И я такой еще говорю, может ему не перечислять, потому что сейчас перечисли 7, потом еще 7 за ту дорогу, и то сейчас начнут это. Нет. Но мы-то не знали всех этих дел. Ты же нам все быстро-быстро. Уже тот я на Дербент автобус был. А это уже с Махачкалы. Ну, в общем, перечислили мы ему 7 тысяч, действительно. Но ты уехал прям сразу же, ты, по-моему, не в этот же день уехал. Прям тут. Прям тут же? Это же в автобус ему это. Ага. перевели. Ну, ты 2 суток же ехал, да, получается? Да. А там написано 30 часов, по-моему. Сколько? 33 часа. 1,5 суток что-то такое получается. Но они же... Ну там пробки, остановки, заправки, это все. Особенно. Там уже, когда выходишь на трассу, да, они же объезжают эти платные. Ну понятно. Ну, в общем, вот такая вот история, что... Так, ну и что, сели вы в автобус вдвоем и поехали на Москву. Там целый автобус был. Нет, ну вдвоем имеется в виду, что там с этим парнишком. В общем, не поесть, ни хрена, ничего нет. Ну деньги-то у вас были какие-то? Ну, у него оставалось. Ну. Но вот мы выходили на остановке. И кушали что-то, да? Ну, так он. У меня аппетита вообще не было. Ну, понятно, стресс такой. Да, вот рядом со мной он туда ехал с нами, к дочери на свадьбу. И потом обратно ехал. Я говорю, а что ты свадьба? А в автобусах туалетов нету? Ничего. И курить там, соответственно, нельзя. Нет. Все, остановки делают, курить, в туалет сходить. Буфет. Ну, понятно. Ну, у него было денежки. Я еще говорю, спрячь, замачь нахрен. А я тоже звоню Кузьмичу, говорю, ты где? А он мне города называл. Какие-то мне города, я уже даже не помню. И потом часа через 3 звонил. Ну долго вы, да, ехали. Вы, да, что-то. Ну я раза 3 тебе звонил. И это. И ты какие-то города, Каширу что-то называл. Ну, Кашир, ну это рядом, да. Это я уже позвонил,
Кашире А потом ты сам, да, у тебя же абонент, не абонент, ты же выключал телефон, да, ты сам Потому перезвонил. что это, вот, Не, разок я тебе дозвонил. нет, в Михайлове мы остановились, там долго стояли, ну, перед Каширой. А Кашир, ремонт дороги, там на ремонт дороги, пробки, светофоры эти стоят. Ну, понятно. И вы в этот приехали, в Котельники, да? Ага. Ну как, а обратно дорога нормально все, ехали без проблем, то есть? Куда? Обратно в Москву уже на автобусе все, как бы сели, доехали. Ну вот обратно ты не пожрать ничего, ну правда. Ну так, что перекусить-то? Да, перекушивали. Ну да. Ну тем более ты говоришь на нервике, есть ты сам не хотел. Ну, Чё? Сань пойдет, Да, чекушечку возьмет. вот в свои 70 лет Блядь. приключения у тебя Да, такие будут, что на вспомнить. свою жопу нашел. Ага. Ну что, не Ну, жалеешь? ну видишь, с одной стороны, тут там болтаешься, там болтаешься, там болтаешься. На работу хотел устроиться. Ну сейчас паспорт на замене у тебя. Вот. И вот в Электростале. Мы же поехали туда. Вот. Потом уже, да? Вот, когда приехали. Ага. И поехали, он дозвонился. Все. И меня брать. Он комплектовщик, а я эти, ну, говорит, вдвоем будем. Упаковщик, что ли? Ты? Он Ну, он комплектует и комплектовщик? упаковывает, а я мусор убираю. А, Ну, что, ну от понятно. него остается, мы хоть одинаково платить будут. А что за компания? Ты куда ты хотел устроиться? Не помнишь? Да у него. А зарплата какая? Не говорили ничего? В общем, он сказал, говорит, а у тебя зарплата, как и у меня будет. 3000, что ли, что-то. В день? Да. По 12 часов работаешь? А график какой? 2-2, там неделю? Не знаю. Ну понятно. Ну в общем, и что, он устроился, а ты нет, да? Ну, а я Ну, куда? паспорт на замене. У меня паспорта не было. И что там, общежитие, как бы, да? Там все. Жить, кормежка, все. Ну понятно. Ну, надо ему будет позвонить этому. Да вот парню. что звоню. То он тот раз позвонил, сейчас я перезвоню тебе в час. Танька потом, Таньке звонил, Танька не взяла трубку. Ага. Ну, сегодня у Сашки. Ну, Вот он понятно. приехал с Смоленска, он же ему деньги давал. Взаймы, да? Не взамен, ну там, Ну, за какую-то услугу, я понял. нет, работали они вместе. А, ну, неважно. В общем, приехали вы, и, в общем, такое вот у тебя было приключение. Почти сколько ты там был, неделю, что ли, да, получается? Я. Ну, в Дагестане. Ну, 2 дня туда, 2 дня обратно, это 4 дня. И 3 дня И 3 ты дня. там, ну, неделю у тебя было приключение. Ну, неплохо так, зато в отпуск съездил. Блядь, извини. Не, ну чё, смотри, побыл в экзотике. Экзотик, кирпичный завод. Ну и что, посмотреть-то хоть вживую. И кругом. Эх, жалко, у тебя телефон, ну там камера у него, конечно, такая, там 0,3 мегапикселя, что ли, такой старый кнопочный. И тот его куда-то дел уже, да? Ну, Украли у тебя его, да? Ну здесь уже, в Москве, да? да вот в Электростале. В Электростале. Ой, не, в электричке. В электричестве, ну не важно. Да, блядь, Да. никого не было. Там трое сидели, а мы вышли покурить. Ну я понял. Ну все тогда, да, заканчиваем. Да. Да? Все уже, рассказать есть что? Еще вспомнить-то. Ну ладно, зрители будут задавать вопросы, может еще один видосик запилим, если кому интересно будет. Как в Дагестане. Ну конечно, да, там пишите комментарии. И уже посмотрим, как там пролайкаете их. Уже можно видео, ответы на вопросы. Если будет интересно. Так что вот, в принципе. Это как говорится, на скорой руку рассказывать. Ну да. Так это в общих чертах. Ну все тогда, да? Да. Прощаемся. Ну да, до свидания, дорогие друзья. До скорой встречи.